Всем добрый день, дорогие подписчики! Сегодня в данном ролике я бы хотела рассказать о том, как лечат артроз в Северной Америке. За последние несколько месяцев мне поступило несколько комментариев от разных подписчиков с просьбой собрать эту информацию и рассказать в одном ролике, какие методы лечения артроза применяются здесь, у нас, в Северной Америке. Для тех, кто будет случайно заходить на канал, кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Надежда, я работаю реабилитологом в одной из местных госпиталей. Свое образование я получила в Канаде, также у меня есть лицензия, естественно, на практику, которую я обновляю ежегодно. Итак, в этом ролике, да, я подготовилась, я выписала все основные методы лечения, которые я знаю и которые применяются здесь у нас. Если на канале будут подписчики, которые живут в Северной Америке и которые знают другие методы лечения, пожалуйста, вы можете дописать их в комментариях. Итак, я начну с первого метода лечения, это нестероидные противовоспалительные препараты. Я поставила этот метод лечения на первое место, потому что он действительно самый популярный, и речь идет о простом приеме таблеток. Здесь он действительно, многие люди, да, принимают таблетки на постоянной основе, но здесь есть и за, и против. Если дело касается молодого пациента, да, там, с недавней травмой, у которого там есть какие-то повреждения, то нестероидные препараты в течение нескольких недель, они, как правило, не вызывают никаких побочных эффектов. То, что касается более старшего поколения, здесь мнения врачей расходятся. Кто-то говорит, ничего страшного, можно принимать, кто-то выступает против, так как дело в том, что нестероидные противовоспалительные на длительной основе могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и с почками, да? То есть здесь нужно быть аккуратным. Если у вас нет никаких побочных эффектов, вы принимаете нестероидные на длительном периоде, то, в общем-то, некоторые врачи говорят, что ничего страшного, можно принимать годами. Второй метод лечения, да, я поставила уколы кортизона. Уколы кортизона также широко применяются здесь у нас, и считается, что, в общем-то, некоторые врачи даже делают уколы с периодичностью в 4 месяца. Одному и тому же пациенту, да, один и тот же сустав на постоянной основе каждые 4 месяца. В том числе у меня были и мои пациенты, которые это делали, да, эти уколы. Но здесь также есть и за, и против. Некоторые высказывают мнение, что уколы кортизона, они пагубно влияют на наш сустав. То есть они разрушают сустав, разрушают структуры нашего сустава. Поэтому, опять же, да, если вы делаете 1-2 укола в год, то, возможно, ничего страшного. Но если вы делаете уколы на постоянной основе каждые 4 месяца из года в год, то как бы здесь уже, да, может быть плохой, негативный, разрушающий эффект. Далее, на третье место я поставила уколы гиалуроновой кислоты, так называемые, да, давайте здесь их отнесем в одну большую группу, уколы гиалуроновой кислоты. Здесь могут быть разные уколы, да, в зависимости от страны. Я понимаю, что вариаций может быть несколько. То, что касается здесь у нас в Канаде, я знаю, что есть два основных укола. Они примерно одинакового действия, да, насколько я знаю, но разница, вопрос цены, да, как говорится. То есть укол подешевле, есть укол немножко подороже. Но опять же речь идет в районе 500-600 канадских долларов за один укол. И пациенту рекомендуется сделать 3 укола, ну там с разницей в какое-то количество недель. За данные уколы, кстати говоря, да, наши пациенты платят самостоятельно, то есть это не покрывается государственной страховкой. Опять же, есть пациенты, которые хорошо реагируют на уколы, которым они помогают, и есть пациенты, которым
вообще это никак не помогает, то есть ноль эффекта, либо эффект какой-то минимальный, краткосрочный, и который исчезает через какое-то количество времени. У меня было много пациентов, да, так как я работаю с послеоперационными пациентами, протез колена, протез бедра, то есть у меня было, как вы понимаете, много пациентов с артрозом, да, то есть это все те же люди, у которых был раньше артроз. Кто-то высказывается за, кто-то высказывается против. С кем-то эти уколы очень хорошо работали и помогли отсрочить протезирование на определенное количество лет, с кем-то эти уколы вообще никак не работали, то есть был нулевой эффект, хотя пациент говорил, что колол уколы именно курсом, да, так как было рекомендовано 3 укола там, за какое-то количество времени. Я так предполагаю, что здесь уже зависит от человека, да, то есть с кем-то это работает, с кем-то это не работает. Четвертым пунктом я поставила, как это сказать, глюкозамин, да, вот эти вот добавки, хондроитин, глюкозамин, оральные добавки, которые мы принимаем, которые можно купить в свободном доступе, да, в красивых баночках, там огромная вариация, и у нас в Канаде тоже они продаются и в аптеках, и в магазинах, то есть их можно купить абсолютно везде. Хондроитин, глюкозамин, да, там определенная доза, которую вы принимаете каждый день. Здесь тоже, да, возможно, кто-то со мной не согласится, и я готова к тому, что вы напишите в комментариях это, ничего страшного. Но я хочу вам сказать, что я слышала несколько мнений от врачей, которых, в принципе, к которым я прислушиваюсь, да, я участвовала в нескольких конференциях, слушала, да, прислушиваюсь к тому, что говорят врачи, и некоторые врачи, даже был один врач, который сравнил прием хондроитина, глюкозамина, как представьте, вот у меня это как картинка, да, после того, как я это услышала, у меня она осталась в голове. Представьте, что вы хотите, чтобы у вас было больше волос, и для этого, да, вы идете в ближайшую парикмахерскую и собираете все волосы, которые там лежат на полу, и просто глотаете их с надеждой, что у вас вырастут красивые волосы. Вот сравнивается прием хондроитина, глюкозамина вот с этим эффектом. То есть, и понимаете, вы не можете затолкнуть в себя то, чего у вас как бы нет. Да? То есть научно, да, вот я также читаю книги, читаю статьи, интересуюсь мнением коллег, да, и вот единого мнения на сегодняшний день по поводу хондроитина, глюкозамина его не существует. Кто-то вам скажет да, кто-то вам скажет нет, кто-то вам скажет да, это работает, кто-то вам скажет нет, это не работает, не нужно там принимать всякую ерунду. Поэтому здесь уже, наверное, правильнее будет сказать, смотрите, работает ли это с вами. Если вы принимаете эти добавки, и если они с вами работают, окей, значит здорово, принимайте. Если вы их принимаете, да, вот здесь вот такой момент, если вы принимаете и в течение 3 месяцев, то есть дается, обычно врачам рекомендуется 3 месяца, если в течение 3 месяцев нет никакого эффекта, то следует отказаться от приема данных препаратов, то есть с вами они, скорее всего, не работают. У меня были пациенты, кстати говоря, да, здесь быстренько приведу пример, было несколько пациентов, я прихожу, да, так как я работаю в поддержке на дому, делаю реабилитацию на дому, прихожу к пациенту, у него стоит вот эти банки хондроитин, глюкозамин, которые он принимает на постоянной основе каждый день, из года в год. Я у него спрашиваю, скажите, у вас с вами работали вот эти таблетки, то есть вы продолжаете их принимать? Причем пациент мне говорит, по-моему, нет, я не чувствую никакого эффекта. Я спрашиваю, зачем вы тогда принимаете? И пациент не может мне ответить. То есть это уже, знаете, как входит в привычку, которую вы делаете каждый день, но эффекта от нее вы не ощущаете. Также, кстати говоря, есть отрицательный эффект приема хондроитина, глюкозамина, но я здесь не буду занимать время. Если вам будет интересно, я, конечно же, сниму отдельный ролик. Следующий пункт, как вариация лечения, да, это ортезы. Это, по-моему, уже 5-й пункт. Ортезы. Смотрите, при артрозе действительно рекомендовано носить ортез какое-то количество времени в день. Обычно это желательно не больше 1-2 часа в день, с
целью, чтобы снять нагрузку на ваш сустав. Здесь я постараюсь вставить картинку ортезов, которые рекомендуются у нас, но смысл ортеза должен состоять в том, то есть каким должен быть ортез? Он не должен мешать совершенно точно движению в вашем коленном суставе. Это первое условие. Второе условие, он должен создавать такой эффект раздвижения вашего сустава. То есть ортезы, которые слишком сдавливают ваш сустав, которые мешают циркуляции в вашем суставе, да, которые ограничивают движение в вашем суставе, в этом случае тогда вообще лучше без ортеза, чем носить вот такой ортез. То есть если вы хотите приобрести ортез, это да, это хорошо, но только ортез должен быть правильный, именно который рекомендован при артрозе. Так, я переворачиваю страничку, да, чтобы ничего не забыть, у меня тут все записано. Следующий пункт – это рекомендация, которая дается также многими врачами. Здесь уже рекомендация по поводу вашего веса. Скорее всего, это первая рекомендация, которую вы получите, когда вы приходите к врачу, да, с артрозом, как вариант облегчения вашего состояния. Он вам порекомендует потерю веса. Корректировка питания, да, возможно, какие-то умеренные физические нагрузки, но да, конечно же, лишний вес, он влияет на разрушение ваших суставов. Но это уже, да, как бы такой вопрос очень деликатный, потому что есть люди, которые пытаются это сделать, да, но у которых как бы это не работает, поэтому здесь уже как бы на ваше усмотрение, но да, такая рекомендация, она существует и она является основной. Следующий пункт я поставила уже как реабилитолог, я поставила использование приспособлений для ходьбы. Пожалуйста, не сомневайтесь, да, не сомневайтесь использовать приспособления для ходьбы. Как правило, это трость. При артрозе мы зачастую рекомендуем трость. Если разрушение сильное, то это будут ходунки. Но, как правило, с тростью как бы удается снизить нагрузку на ваш сустав. В чем смысл? Смысл примерно в том же, как бы в чем и ношение ортеза. То есть, когда вы используете приспособление для ходьбы, то вы частично снимаете нагрузку с вашего больного сустава. То есть с тростью, да, мы компенсируем, немного компенсируем работу вашего сустава. Поэтому здесь это также отличная рекомендация, которую не нужно бояться, да, не нужно стесняться, нужно ее использовать. Только, пожалуйста, используйте трость или ходунки правильно. Дальше, следующий пункт я поставила, на самом деле это, как мне кажется, самое эффективное лечение и самый важный пункт, но я его поставила на последнее место, потому что надеялась, что вы прослушаете все-таки до этого момента. Последнее лечение, которое предлагается, это комплекс физических упражнений. На сегодняшний день составленная программа, как бы адекватно составленная, да, программа упражнений при артрозе, она показывает очень хорошие результаты. То есть люди, которые выполняют физические упражнения, не просто упражнения, да, а составленный комплекс, который вы делаете изо дня в день, каждый день, в течение 20-30 минут, дает очень хороший эффект. На канале есть много людей, которые на моем канале уже давно, которые делают упражнения при артрозе, которые пишут в комментариях, что да, это работает, но я бы здесь хотела добавить, что это работает только при одном важном условии, если вы это делаете изо дня в день регулярно. Тогда, да, это будет работать. Также к физической нагрузке, да, к физической активности, которая помогает вам поддержать ваш артроз в стабильном состоянии, относится бассейн и использование велотренажера. Также две основных физических нагрузки, которые в первую очередь порекомендует вам врач. То есть это комплекс упражнений, подобранный реабилитологом, это бассейн, это велотренажер, и также многие рекомендуют пешие прогулки. Но здесь также нужно подходить аккуратно, чтобы не увеличивать боль, да, так как основной пункт, основной момент, который нужно знать, если вы делаете упражнение, либо любую физическую нагрузку, она не должна увеличивать боль в вашем суставе. Либо
Это должна быть минимальная боль, которая уходит через полчаса после того, как вы делаете свои упражнения. И уже как бы завершающая часть, я добавила здесь уже альтернативные методы лечения, именно альтернативные методы лечения. То есть это лечение, которые существуют на данный день, но которые не доказаны, то есть за которыми не стоит никаких научно обоснованных доказательств, что эти лечения существуют. Сюда относятся у нас лазерное лечение, инъекции каких-то клеток, то есть там, да, вот cell injection, это как инъекции стволовых клеток, наверное, будет правильно перевести, плазмы, уколы плазмы в колено, крема, разные крема, акупунктура, то есть это когда вам иголочки вкалывают в сустав для облегчения состояния. Но, кстати говоря, у меня были также люди, пациенты, с которыми акупунктура очень хорошо работала. То есть вот это все, вот эти все уколы, да, так возьмем их в кавычки, вот эти вот сегодня, да, которые на слуху, вот это все уколы, все вот эти иголочки, еще непонятно там какие-то крема, там змеиные и так далее, они относятся к альтернативным методам лечения. С кем-то работает, с кем-то нет, никаких доказанных оснований нет, подтверждающих то, что это действительно работает. Но может быть да, может быть нет. И, конечно же, да, если все вышеперечисленное вы испробовали и ничего с вами не работало, то последнее, то, что вам, скорее всего, предложит врач, это оперативное вмешательство, это протезирование колена, протезирование бедра. Это все мои случаи, это все мои пациенты, которых я восстанавливаю. Все, пожалуйста, если у вас есть дополнения, вы можете дописать в комментариях. Я буду только рада, если вы выскажете свое мнение, тем более, если вы напишите, что у вас, да, артроз, допустим, и вы используете такой-то метод лечения, и он с вами работает. Пожалуйста, добро пожаловать, вы можете оставить свой комментарий под этим роликом. А я прощаюсь с вами, я желаю всем вам прекрасного настроения, очень надеюсь, что ролик не получился такой сумбурный, да, но как бы я постаралась более или менее структурировать, не хотела занимать много времени, но тем не менее получилось почти 20 минут. Все, желаю вам всего хорошего, до следующих роликов и всем пока-пока.